Привет, друзья! Сейчас утренний выпуск с последними новостями Германии и Европы. В Европейском Союзе в Брюсселе возникла неожиданная дипломатическая ситуация. Федерико Могерини, бывшая глава внешней политики ЕС, временно находится под контролем следственных органов. Следователи проверяют, как распределялись средства на обучение дипломатов, и первые данные уже вызывают внимание у экспертов. В Германии в земле Шлезвиг-Гольштейну срочно меняют бюджет. Решение Конституционного суда заставило власти земли корректировать выплаты госслужащим, а в Берлине спорят о пенсионном курсе канцлера Фридриха Мерца. Консерваторы ХДС-ХСС поддержали новый пакет, но часть депутатов Союза открыто выражает свое недовольство. Впервые за долгое время внутри партии заметны выраженные различия во взглядах. И это еще не все. Одновременно обсуждают еще одну инициативу Мерца – это план превратить промышленность страны, внимание, крупное предприятие в опору оборонной системы. Заводы могут получить совершенно новые задачи. И в спортивной сфере есть интрига. Германия подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по футболу 2029 года. Конкуренты сильные, но и у Берлина есть свои преимущества. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Европейском Союзе возникла новая резонансная ситуация. В Бельгии задержана бывшая глава внешней дипломатии ЕС Федерико Могерини. Вместе с ней временно ограничили передвижение еще двух высокопоставленных чиновников. Повод – это предположение о возможных нарушениях в использовании средств, выделенных на подготовку дипломатов. По версии следствия, контракт на обучение молодых дипломатов, так называемую дипломатическую академию, в 2021-2022 годах получила элитная образовательная организация «Колледж Европы» в бельгийском городе Брюгге, где Могерини сейчас занимает пост ректора. При этом расследование Европейской прокуратуры рассматривает возможность того, что при распределении контракта были нарушены принципы честной конкуренции, подозревая, что колледжу заранее передали конфиденциальную информацию о тендере. Обыски прошли одновременно в штаб-квартире дипломатической службы ЕС в Брюсселе и в здании колледжа в Брюгге. Также полицейские посетили дома подозреваемых. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пока не высказалась по этому вопросу, так как идут обыски и следствия. Если данные предположения подтвердятся, речь может идти о возможных нарушениях, связанных с конфликтом интересов и использованием служебной информации. До завершения расследования все фигуранты остаются задержанными, Могерини в полиции. Этот случай стал одним из значимых испытаний для европейских институтов. Ситуация с экс-главой дипломатии заметно отражается на репутации всего Европейского Союза, а также поднимает вопросы о порядке и прозрачности распределения контрактов внутри структур. Следующая новость – одна из самых важных для Германии. В земле Шлезвиг-Гольштейн правящая коалиция черно-красных представила очередной дополнительный бюджет. Законодатели реагируют на недавнее решение Федерального конституционного суда, которое затрагивает оплату труда и социальные гарантии для государственных служащих. В бюджете заложен резерв до 250 миллионов евро из возможного профицита 2025 года. Эти средства пойдут на пересмотр выплаты судьям, полиции, армии и другим госслужащим в 2025-2026 годах. Минфин земли объясняет, что корректировка бюджета – это вынужденная мера. После вердикта суда прежние тарифы оплаты признаны незаконными. Без нового закона об оплате федеральные и региональные чиновники будут недооплачены. Планируется ввести изменения в бюджет уже на следующей неделе, тогда парламент Шлезвиг-Гольштейна рассмотрит и примет проект. Для Германии и особенно для Шлезвиг-Гольштейна это сигнал. Даже относительно стабильные земли ощущают сегодня дополнительную нагрузку из-за решений суда, что ведет к перерасходам и новым бюджетным обязательствам. Со своей стороны правительство земли подчеркивает, что меры нужны, чтобы обеспечить стабильность для госслужащих и избежать социальной напряженности. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии развивается активная дискуссия вокруг нового пенсионного законопроекта. Парламентская группа консерваторов Союз ХДС-ХСС на внутреннем голосовании большинством поддержал пенсионную реформу, так называемый пакет по пенсиям. Суть пакета – государственная базовая пенсия должна оставаться на уровне 48% средней заработной платы до 2031 года.
Это важно. Именно этот процент закладывали как стабилизационную линию для пенсионной системы. Но внутри партии раскол. Молодые депутаты, называющие себя молодежным крылом, выступили решительно против. Они считают, что решение законсервировать пенсии станет слишком затратным для будущих поколений. Их аргумент состоит в том, что расходы вырастут слишком сильно и снизят шансы на серьезную реформу в будущем. Правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, наоборот, настаивает, пакет нужно принять прямо сейчас, чтобы защитить пенсионеров и обеспечить стабильность. Но критики отмечают, что без устойчивой долгосрочной модели пенсионной системы такие меры могут лишь временно отложить решение вопроса. Сейчас многие наблюдают, удастся ли правящей коалиции ХДС, ХСС и СДПГ согласовать свою позицию. Если пакет примут в парламенте, это станет временной передышкой для пенсионеров. Если же нет, пенсии и бюджет могут оказаться под угрозой. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии правительство Фридриха Мерца представило план расширить участие промышленности в обеспечении национальной безопасности и сформировать на базе предприятия новую технологическую поддержку. По инициативе Минфина и Минобороны крупные промышленные предприятия, то есть автозаводы, крупные поставщики комплектующих, машиностроительные фирмы приглашают постепенно перенастроить свои мощности. Часть производства предлагает перевести с гражданских товаров на специализированное оборудование, оснащение и необходимые комплектующие. Это решение, которое поддержал канцлер Фридрих Мерц, по его мнению, безопасность страны сейчас напрямую зависит от способности Германии быстро, эффективно и надежно производить все необходимое для обороны. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала Фридриха Мерца и заявила, что это время требует перемен. Также такой переход несет не только военный, но и экономический смысл. В условиях спада автомобильной и части других отраслей обороны заказы могут дать рабочие места тысячам людей и оживить предприятия, а новая нагрузка на промышленные линии даст им шанс выжить и переориентироваться. При этом Минобороны обещает ускорить процедуры, то есть упростить закупки, уменьшить бюрократию, чтобы перевооружение шло без проволочек. Если план реализуется, то Германия получит современную, адаптивную промышленную базу, способную быстро реагировать на внешние изменения. Но это и заметные испытания. Предприятия потребуется перестраиваться, инвестировать и адаптироваться. И это только начало. В Германии вновь надеются провести крупный футбольный турнир. Страна подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по футболу 2029 года. После неудачной попытки получить чемпионат мира 2027 Федерация футбола Германии делает новую ставку, чтобы вернуть крупные международные соревнования домой и поддержать развитие женского футбола. В рамках подготовки выбраны 8 городов-кандидатов для проведения матчей. Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт на Майне, Ганновер, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен и Вольфсбург. Каждому городу предстоит подготовить стадионы и инфраструктуру для турнира. Главные конкуренты Германии, внимание, это объединенная заявка Дании и Швеции, а также отдельная заявка Польши. Датско-шведская заявка опирается на популярность женского футбола и опыт проведения турниров. Польша же хочет расширить соревнования в Восточную Европу. Представители Федерации футбола Германии подчеркивают, что страна имеет ключевое преимущество, развитую инфраструктуру, современные стадионы и опыт организации крупных международных соревнований. Это может обеспечить высокую посещаемость и финансовый успех турнира. Окончательное решение о месте проведения чемпионата примет исполнительный комитет Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА уже в декабре 2025 года. Если Германия выиграет эту заявку, это станет важным импульсом для развития женского футбола и подарит стране масштабный спортивный праздник через 4 года. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.